Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень красивый и в то же время несложный мотивчик крючком. Для вязания буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок троечка. Начинаем наше вязание с 6 воздушных петелек. Первую петельку я не затягиваю, она будет служить мне первой рабочей. Набираю дальше вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. И теперь в первую петельку завожу крючок и соединительной присоединяюсь. Вот теперь эту первую петельку можно затянуть. Дальше набираем одну воздушную и теперь в колечко провязываем 12 столбиков без накида. Второй, третий. И так пока не будет 12 столбиков в колечке. Находим нашу первую петлю и под 2 стеночки соединительной присоединяемся. Дальше набираем 2 воздушные, которые будут служить нам первым полустолбиком с накидом, и одну воздушную промежуточную. Делаем накид и в следующую петельку под 2 стеночки петли провязываем полустолбик с накидом. Воздушная и в следующую петлю полустолбик с накидом. Опять воздушная, в следующую петлю полустолбик с накидом. И так провязываем до конца ряда. Всего у нас должно с вами получиться 12 полустолбиков с накидом. Вот я провязала последний. Дальше вяжем воздушную и находим здесь вторую петлю. Первая воздушная, вот она вторая. И стараемся зацепить под одну половинку и под вторую. Вот так. И соединительной присоединяемся. Одна воздушная, меняем цвет. Теперь берем новый цвет, провязываем одну воздушную, хорошенько ее затягиваем и находим любое окошечко, без разницы. Вот там, где у нас была воздушная петля, заводим крючок и присоединяемся. Провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь сюда же, в это же окошко, провязываем второй столбик с накидом, но не довязываем до конца. Сюда же третий недовязанный столбик с накидом и сюда же четвертый недовязанный столбик. Провязываем все петли вместе. 2 воздушные. Повторяем следующее окошко точно так же. Провязываем первый столбик недовязанный, сюда же второй, третий и четвертый. Все петли провязываем за раз, 2 воздушные. И по такому принципу будем вязать до конца ряда. Давайте провяжем еще одно окошко. Провязываем первый недовязанный столбик, второй, третий, четвертый. Все петли провязываем за раз, 2 воздушные. И так далее провязываем так по кругу. В каждое окошко по 4 недовязанных столбика с одной вершинкой. И между ними, вот здесь вот, между нашими вот этими связками вяжем по 2 воздушные петли. Все, последние 2 воздушные петли промежуточные. И теперь здесь находим вершинку нашей вот этой связки. Соединительной присоединяемся. Одна воздушная, обрезаем нитку и меняем цвет. Берем новый цвет, провязываем одну воздушную, затягиваем ее, находим любое окошко, заводим крючок и присоединяемся точно так же, как делали в прошлый раз. Провязываем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же в окошко вяжем второй столбик с накидом, третий, четвертый и пятый. Вынимаем крючок и находим, получается в данном случае, третью петлю воздушную.
Это вершинка первого столбика. Вот в нее мы заводим крючок, в эту петельку, захватываем нашу рабочую нить и вытаскиваем. Провязываем одну воздушную. Теперь сюда же, в это же окошко, мы опять провязываем 5 столбиков с накидом. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Вынимаем крючок, находим наш вот этот первый столбик, заводим крючок под 2 стеночки петли и захватываем рабочую нить, протягиваем. Вот у нас получилось 2 попкорна вот в одном нашем окошке. Дальше мы провязываем воздушную петлю и переходим к следующему окошку, и здесь будем вязать точно так же, как в предыдущем. То есть провязываем 5 столбиков с накидом, третий, четвертый, пятый, снимаем крючок, находим первый столбик, заводим сюда крючок, захватываем рабочую нить и провязываем 1 воздушная. И сюда же, в это же окошко, мы вяжем еще 5 столбиков с накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Снимаем крючок в первый столбик, захватываем рабочую нить, провязали, воздушная петля и так далее. Вот таким образом мы должны с вами провязать до конца ряда. То есть каждый промежуток, каждое окошко мы провязываем с вами 2 попкорна, не забывая по одной воздушной петле провязывать между каждым попкорном. Провязали последний попкорн, 1 воздушная, и в вершинку первого попкорна вот сюда соединительной присоединяемся, 1 воздушная и меняем ниточку. Берем новый цвет, провязываем 1 воздушную, хорошенько затягиваем. И в любое пространство, там, где у нас была воздушная петля, без разницы, здесь между попкорнами, которые мы вязали 2 вместе, либо же здесь, все равно, потому что будем вязать во все окошечки. Заводим крючок, вытаскиваем нитку. Провязываем 3 воздушные петли. Они нам служат первым столбиком с накидом. Теперь сюда же, в это же окошко, вяжем 2 столбик с накидом. Одна воздушная. Находим следующий промежуток, там, где у нас была воздушная петля. То есть пропускаем, вот сюда мы вязали, пропускаем этот попкорн. И вот сюда, в это окошко, вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Воздушная петля. Вновь пропускаем этот попкорн. И вот сразу в следующее окошко провязываем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Воздушная петля и так далее. То есть мы между каждым попкорном, вот там, где у нас были воздушные петли, провязываем 2 столбика с накидом, дальше воздушная петля и переходим к следующему промежутку. Таким образом провязываем по кругу до конца ряда. Все, дошли до конца ряда, провязываем 1 воздушную и теперь находим 2 столбик и в вершинку соединительной присоединяемся, 1 воздушная и меняем ниточку. Теперь мы разворачиваем наше вязание, то есть мы будем вязать сейчас с изнанки. Берем новый цвет, провязываем 1 воздушную, хорошенько ее затягиваем. И вот в любое место, там, где у нас было окошко, заводим крючок, протягиваем нить, закрепились. Теперь провязываем 1 воздушную
И теперь сюда в это же окошко вяжем столбик без накида. В это же окошко вяжем первый столбик недовязанный с накидом, сюда же второй недовязанный столбик с накидом, третий, четвертый и пятый. Всего должно быть 6 петель на крючке, провязываем их вместе. И теперь сюда же в это же окошко вяжем столбик без накида. Одна воздушная петля и переходим вот сюда, в следующее окошко. Повторяем такое же вязание. Провязываем столбик без накида. Теперь 5 столбиков недовязанных. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Всего 6 петель на крючке, провязываем их вместе. И теперь сюда же в это же окошко вяжем столбик без накида. Одна воздушная и переходим к следующему промежутку. То есть у нас с лицевой стороны получатся вот такие вот пузырьки. И таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. То есть в каждый вот такой вот промежуток мы формируем наш элемент. Между элементами не забываем провязывать по одной воздушной петле. Дошли до конца ряда, провязываем последнюю воздушную и соединительной присоединяемся. Ну, давайте присоединимся вот сюда вот, в уголок. Одна воздушная и меняем цвет. Здесь мы берем новый цвет, но я оставила серый цвет и буду его перетягивать сюда. То есть вот смотрите, вот здесь вот между нашими двумя пупырками, вот здесь у нас была воздушная петля, вот под эту петельку мы либо присоединяем новый цвет, либо же перетягиваете так, как я вот делаю, если вы оставили серый цвет. Ну, я имею в виду вот этот цвет, который мы вязали данный ряд. Теперь мы с вами провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь сюда же под эту же петельку воздушную провязываем второй столбик с накидом, сюда же третий. Одна воздушная и переходим к следующей воздушной петельке между двумя следующими пупырками. Провязываем сюда 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля. Вновь находим следующий промежуток, следующую воздушную петлю и сюда провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля и так далее. По такому принципу провязываем до конца ряда. В конце ряда провязываем последнюю воздушную петлю, находим второй столбик и под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Одна воздушная, меняем цвет. Берем новый цвет, провязываем одну воздушную, затягиваем петельку и теперь находим любое наше окошко. Закрепляем нашу ниточку и начинаем вязать с 6 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Теперь делаем 3 накида на крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Смотрите, вот эти вот первые 6 петелек, это первый столбик с 3 накидами. Сейчас мы провязали с вами второй. Дальше вяжем сюда же третий столбик с 3 накидами. 3 воздушные. И теперь сюда же опять провязываем 3 столбика с 3 накидами каждый. Первый столбик, второй, и третий. Находим следующее окошко, в него вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий.
следующее окошко вяжем 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Следующее также 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. Следующий тоже 3 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий. А уже в следующее окошко 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй, третий. И теперь нам нужно повторить вот эту часть. То есть провязываем с вами 3 столбика с 3 накидами каждый. Первый столбик, второй, третий. Три воздушные. И теперь сюда же еще 3 столбика с 3 накидами каждый. Провязываем первый столбик с 3 накидами, второй и третий. Все, вот смотрите, вот получилась у нас одна сторона мотива. Дальше после вот этой вот связки, после угла нашего, мы провязываем точно так же, как здесь. То есть 3 столбика с накидом, потом 3 связки провязываем по 3 столбика, полустолбика с накидом, потом опять 3 столбика с накидом и опять у нас уголок. То есть точно так же, как мы провязали с вами вот эту полосочку, мы должны провязать еще раз, 2 и 3, чтобы у нас получился квадрат. Дошли до конца ряда, и теперь в конце ряда во второй столбик в вершинку соединительной присоединяемся. Переходим в следующую петлю соединительной и переходим в сам уголок. Теперь провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам столбиком с накидом. Теперь в окошко сюда вяжем второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. 2 воздушные. И вновь в угол мы с вами вяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий. И теперь до следующего угла, вот до сюда, мы будем с вами провязывать по одному столбику каждый столбик предыдущего ряда, по 2 стеночки петли. И вот так вот доходим до угла. Давайте вместе провяжем. Подходим к углу, и теперь угол провязываем точно так же, как вот здесь. То есть вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. И теперь по такому принципу, как мы с вами провязали эту сторону, вяжем оставшиеся 3. Дошли до конца ряда, во второй столбик под 2 стеночки соединительной присоединяемся. 1 воздушная. Смотрите, можно уже оставить мотив такой, какой он есть, а можно провязать еще один ряд. Я провяжу беленьким цветом. Провязываю 1 воздушную, затягиваю ее и нахожу любой уголок. В уголок вытягиваю ниточку, провязываю 1 воздушную и вяжу сюда 2 столбика без накида. 1 воздушная, и теперь сюда же в уголок еще 2 столбика без накида. И теперь до нашего следующего угла в каждую петельку я буду провязывать по столбику без накида.
Провязываю так до нашего следующего угла. Дошли до конца ряда, и теперь наш вот этот вот столбик первый соединительный присоединяемся, воздушная, и обрезаем нитку. И вот такой вот мотивчик у нас с вами получился. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.